Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры. Притом мы все тесты проводим практически все в онлайне. Обсуждаем с вами в режиме нон-стопа все это дело. И не забывайте подписываться на канал с колоколом. Рано или поздно здесь появится ваш девайс. И ваш девайс мы коллективно будем тестировать. После этого, разумеется, будет обзор на основном канале Польза.нет. После обзора на канале Польза.нет вы сможете еще на Польза.нет Live посмотреть обзор одним кадром, для того, чтобы увидеть, как хорошо или плохо работает камера данного устройства. Допустим, сегодня я гонял великий ужасный Ace Asus ROG Phone 8. К сожалению, он показал себя ужасно в обзоре одним кадром. После зумирования он у меня просто сбил дорожку звука с картинкой. Я ничего делать не стал. Повторяю, что эти обзоры делаю одним кадром как раз для того, чтобы увидеть, как в режиме реального времени у вас могут работать устройства. И если касаясь Oppo Find X7, что все хотят? Все хотят ультру, Oppo Find X7 Ultra, но дешевле. Возможно ли это? Отвечу сразу. В каком-то смысле да. С одной стороны, вы скажете, что сенсоры абсолютно разные. С другой стороны, скажете, что IP68 у Ультра это не IP65 у X7. На X7 обычный, к слову, у меня уже был обзор на канале, можете посмотреть. Точнее, на Ультру. На X7 еще будет. И, в принципе, здесь у нас одинаковая 100-ваттная зарядка, одинаковый Bluetooth 4 версии, есть NFC, биометрия, стереодинамики, но Ультра чуть-чуть больше, она значительно толще. И если говорить про основной минус сходу этого смартфона, это не шим или еще что-то, это не то, что сенсор здесь послабее основной, и даже не то, что у него, по-моему, нет второго телевика. В этом мы разберемся сейчас. А в том, что этот великий ужасный смартфон, к сожалению, для него обладает процессором Dimensity 9320. Его вот тоже обсуждать будем. Я очень часто прошу всех, кто, если вы смотрите этот обзор, в первую очередь, оставьте любой комментарий. Это очень сильно поможет проекту. И еще лучше напишите мне, чтобы вы выбрали МТК или Dimensity. Вот. Цена у этого смарта, даже в рублевом эквиваленте, очень-очень приятная, потому что, когда ты смотришь, сколько стоит ультра, хочется пойти, забить и купить себе что-нибудь из разряда вот этого. Я думаю, что и так понятно, что я показываю яблоко, да? Потому что проще будет продать, как минимум. Когда ты смотришь на X7, у тебя ощущение вау, потому что, по большому счету, я его сравнивать буду, разумеется, с iPhone 15. Почему? Потому что стоят они одинаково. Почему одинаково? Потому что открываете Авито и все. Вот он, iPhone 15, по камере будем сравнивать с ним. У него есть определенного рода минусы, плюсы. Очень часто люди, которые смотрят обзоры и сравнивают, говорят, что яблоко везде проигрывает. И я этому рад, если вы это видите, если вы считаете так, это же хорошо. Я показываю вам, что не одинаковые китайцы, какой из них лучше красит, а то, что ваш смартфон, который вы в перспективе выберете, лучше его прямого конкурента в его стоимости из другого лагеря. А iOS-система это совсем другой лагерь. X6 Pro за Dimensity за глаз хватило, на этом и подавно. Ну, X6 Pro на Dimensity стоит в 2 раза дешевле, а этот стоит в 2 раза дороже. И с претензией, разумеется, на премиум. Вот. Тест на модерку не пройден. Значит, это не ты, Universal модератор. Сейчас, подожди. Я не понимаю, почему я не могу... Я назначил кого-то модератором, но, наверное, не тебя. Пишем в комментах все, кому интересно, по возможности, какие вопросы вас трогают в этом смартфоне. Почему? Потому что в перспективе, когда буду делать обзоры, я как раз на них и буду обращать внимание. Надеюсь, что... Я не понимаю, Universal, почему у тебя не... Я не вижу тебя как... Может быть, ты на канал не подписан. Посмотри, пожалуйста, потому что я тебя не вижу вообще. Я тебя не могу назначить, потому что все каналы, что мне выдает он, это Universal Rus с другим значком. Понимаешь? Universal. Понятия не имею, что делать.
Что у него с Vibro, как у Ультра? Вот сейчас будем потихонечку проходиться по этому делу и обсуждаться. Вот. В вашем обзоре фото и видео Realme GT 5 Pro удел 15. Ах. Хорошо. Я же говорю, для этого существует YouTube, для этого существует общественное мнение, и вы выбираете, что вы приобретаете, и вы решаете, кто победил в моем обзоре, а кто нет. Что у меня в голове остается у меня, хорошо? Вот. Что мы имеем здесь? Помимо процессора, который мне не особо нравится, но кому-то нравится. Да, я здесь вижу, что нет телевика второго. Но он, кстати, не особо проигрывает от того, что нет второго телевика, потому что второй телевик в X7 Ultra по мне такое себе. Вы можете не согласиться. По поводу того, что стоит покупать или нет. Мы пока еще ничего не тестировали для того, чтобы... Это даже не обзор. Я могу вам сейчас сказать, берите, а потом мы в результате тестов придем к выводу, что это шлак. Если говорить про бенды, что у нас здесь есть? Есть 7, есть 20 также в 4G. То есть даже в китайской версии есть гуглы, есть 7-20 бенд. Здесь такие же закругленные края, как мне скажут, я вижу искажения по той причине, что я в очках. Напоминаю, что у меня единичка зрения, хотя мне 40 лет. И если не на... Ладно, стрим начало прошло. Если не стрим, проводить 5 секунд. Мне все-таки надо освещение чуть-чуть поменять. Вот, если проводить не стрим, то я пользуюсь уже реже очками, но они для защиты зрения от всяких гадостей. Переходим, в принципе, к смартфону. Давайте-ка, наверное, я даже могу его побольше... Не побольше сделать, я пока менюху могу вам показывать. Экран, шрифт, все видите. Автовыключение 10, полноразмерный, понятно. Автовыбор мы меняем на высокую частоту, что логично, правильно? 120 Гц здесь предел. Если говорить про разрешение, менять его здесь нельзя. Сразу заходим в HW, инфо и смотрим здесь всю прелесть. То есть Oppo Find X7, CP-шечка, к сожалению, 9320. Для кого-то, к счастью. Вот напишите, кто здесь радуется от того, что видит МТК-шный процессор. Я просто знаю, что будет дальше, так как это 9320. Я хочу посмотреть вам в глаза. Не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что зашли. Повторяюсь, что подобного контента нет. Если вы это смотрите уже, я же поменялся в голосе, уже минут 5, значит, рано или поздно вам это будет надо. Если вам это будет надо, лайк, колокольчик, подписка. Я уже заказал телефон, так что давай без шлак. Это не ко мне, это к смартфону. Я обзоры не делал, ко мне претензий должно быть 0. Плотность пикселей 450 ppi, я бы сказал субфлагманская. Но вы уже видите шим, да? Я, кстати, по поводу не бомбил, почему-то по поводу Asus ROG Phone 7, хотя он там тридцатник почти выбивал по шиму. Наверное, потому что я уже в голове держал, что мне идет S24, S24 Ultra, и вполне возможно там будет примерно такая же печаль. По камерам. Разрешим, ну все видите. Dual, апертура 1.6, фронтальная 8 мегапикселей. Примеры фото уже скидывал. Давайте, если не сложно, с моей личной телеги скиньте пример сюда. Когда обзор будет? Я думаю, через пару дней. Может, чуть-чуть дольше. Но я уже наснимал неплохо на него. Батарея, датчики, приложения, все. Из интересного. Давайте к печали. Давайте к хорошему сначала. NFC. NFC у нас в наличии. Бенды в наличии. Русский язык тоже. Давайте Antutu. Это тоже, кстати, хорошо. Потому что он выбивает 1 429 000 баллов. Но я не уверен. Вот стресс-тест. Записки сумасшедшего, да? Но с другой стороны, вы видите, что температура батареи была не выше, чем 50, а заряд батареи, к сожалению, для тех, кто скажет, что ты на последнем заряде гонял, нет. Я гонял его заряженным, к сожалению. Следующим тест Universal. Ничего не могу сделать насчет теста, не теста. Я не знаю, почему ты не определяешься у меня YouTube как подписчик. Вот. Я могу назначить тебя модератором. Отсюда я тебя назначил модератором, прикинь. Все.
Огонь. И не надо ничего в настройках делать. Мена. Да. Только там какой-то тип, у меня теперь модератор. Нет, модератор. Еще раз. Я не знаю, какие претензии к Dimensity. Я продавец, но не телефонов. Уракрон, какой у тебя смартфон? И если у тебя нет претензий к этому, то хорошо. Повторяюсь, у всех своя правда, у всех по-своему смартфон. Если вы используете телефон только для звонков, вам его вполне будет достаточно. Но этот хит смартфон. Хорошо. Шим на нем сильный. Мы сейчас, да, перешли к... Давайте Antutu сначала проведем. Стресс-тест я показал. Storage-тест показывает 188 тысяч баллов. Это очень круто. Вот. Прям очень круто. Мое устройство. Oppo Find X7. Камера задняя 50 мегапикселей, 64-50. LPDDR5. И вроде все в огне. Но мы переходим... Ладно, потом сначала Шим. Сначала самое интересное. Лайкаем. Чтобы не скучно было. Так. Заходим в экран яркость. Проверяем максимальную яркость у экрана. Без авто. 1300 люксов. Очень серьезно. Очень круто, я бы сказал. 1200-1300 люксов. Но мы это проверим. Нам не важно, сколько он в стоке. Нас интересуют вот эти две вещи. Первое. На солнце. Ага. Да я ж тебя заряжал. Ты плохо зарядил, да, фонарик, по сути? У меня, по-моему, фонарик разряжается очень быстро, хотя я его заряжал. Плохой вариант развития событий, но есть другой способ, более действенный. Диод яблоко отрабатывает эгегей как хорошо. И вы видите 1100 люксов. То есть вот, пробило его. 1800 люксов. На фонарике потом скажите мне еще раз проверить его. Главное, чтобы он подержал. Давайте секунд 30 подождем. Я хочу с вами пообщаться. Александр Скашков. Мы сейчас что делаем? Не забываем прожать лайк. Думаю, чего не спится. Оказывается, у Сани стрим. Да. У Сани стрим. Все правильно. 1800 люксов. Ну, держит. Опа, как быстро сбрасывать стал. Как быстро он воспользовался моментом, что я убрал смартфон, да? Ну, давай. Светлый режим хочу. Он аж среагировал у меня даже на просто касание смартфоном. Но они не назовут реакцию безупречной. 1400, 1500, 1600. Ладно, подзаряжаем мы. Я надеюсь, что мой аккумулятор не полностью умер здесь. Хотя у меня есть смутное ощущение, что я его заряжал. Но в итоге он не зарядился. Пам-пам. Да, он заряжается. Потом проверим еще раз. Если говорить про шим. Для чего мы все собрались, да? 21%. 18 на сотке. Он подстраивается. 12, 13. Стоп. 14, 16. Пока все очень хорошо. 18. 17, 16. Волшебно. Отключаем авторегулировку яркости. 26 на сотке. 18. 12%. 12. 12. 10. К шиму претензий 0. Напоминаю, что урок фона было до 40. Когда включаешь DC-диминг до 30. То есть все очень было плохо. Так,
Частоту включили, это включили, это включили. Давайте для частоты эксперимента. Мне кажется, что у меня Antutu старый остался. Я его вроде устанавливал заново. Но подозрительно мало, 1 400 000. Очень мало. Я не понимаю, откуда такая цифра. Но как раз его чуть-чуть... Стоп. Ну ладно, уже гоняется. Это будет недолго. Как раз обсудим. Раньше хитовым был 9 RT, теперь будет X7. Ну, посмотрим. Посмотрим. Давайте не будем делать преждевременные выводы. Купи фонарь. Ничего, не видно ничего. А что вам надо было, чтобы видно было? Давайте, чтобы вам было все видно. Все, теперь можете картинки смотреть с Antutu. Такое ощущение, что Vivo, смотрю на Vivo X100, да, у меня тоже такое же ощущение есть. Не забываем прожать лайк, все, кто пришли, если вам этот контент нужен, а если вы сюда дошли и каким-то образом кликнули на этот ролик, значит, он вам нужен. Значит, мне в этом деле надо развиваться, вам нужно придумывать мне новые задачи по тестированию смартов. И повторяюсь, вне зависимости от моего отношения к бренду, как вы видите, я даже Red Magic покупал, я вам даже больше скажу. Я хотя делаю опрос по поводу Honor Magic 6 и Honor Magic 6 Pro. Я их купил. То есть я их уже купил. Но мне их еще не послали. Вот. Хотя набрали мы только 414 на одном лайков и 700 на другом. Но суммарное количество реакций там уже под 1000, поэтому пойдет. Вот. Не забывайте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи ему, личный телеграм-канал. Сколько надо платить за разговор? Александр Скалшков, вы очень близки к бану. Вот, я бы сказал, что вы просто на... Мы сейчас разговариваем. Котлета Про, это, не знаю, особый вид троллинга. Сколько стоит смарт? Вон ссылка в описании, 3-я. Как бы просто кликнуть? Нет. Когда Samsung пожарим? 9 числа. 9 вы не против? S24. Хотите ли вы S24 9 числа? Да, я, кстати, завтра хотел ROG жарить, но мы не будем. Или Sony. Но, скорее всего... Затонатил. 5 секунд. А не знаю, у меня донаты, видите, не работают через раз. Можно и так написать, так я же отвечаю. Ладно бы я не отвечал, а говорил, так, все, отвечаю на донаты. Я же отвечаю. Я вам даже сейчас отвечаю. С донат... Я уже вам 2 раза отвечал. Не такой огромный чат. Нас до 100 человек, когда людей, даже до 200, когда довольно просто общаться, все успевают получить ответ в той или иной форме. За донат спасибо. Будет ли обзор на Redmi Note 13 Pro Plus? Вот лежит здесь. Но сначала я прогоню Samsung. Сначала я прогоню Александр Чкалов. Спасибо. Где с вами можно лично связаться? Там одни дегенераты сидят, меня там ни за что заблокировали. Александр Скачков, если для вас в моем чате сидят дегенераты, то я с вами общаться точно не буду. Вот и все. Можете скинуть потом в личку мне, в телегу, куда отправить обратно вам 100 рублей. Этот телефон этих денег не стоит. Как-то ссылка not found. Вы кликаете, он вам показывает. Все показывает. Я перепроверил. Какие в плане сегодня? Я вам сказал уже, куда мне написать, чтобы я вам перевел. Можете номер карты, можете номер телефона. Какие игры в плане, мы посмотрим. Может быть, ну, опять же, видите, нам по-любому надо в PUBG поиграть 30 минут для чистоты эксперимента. Вот. Да, моя любимая фраза. Напишите мне в личку, я вас забаню. Здесь же общаемся, так же, как на Твиче. Вы посмотрите, людей не так много вопросов. Какие игры в плане? Так, смена модулей при съемке в 4К 60 FPS покажу. Есть, по-моему. Но в 4К 30 точно.
Вы не ответили, вы 2 раза уже. Никита Акорн. А сейчас я что делаю? Я читаю ваш комментарий. Вы понимаете, что у меня включены интересные сообщения. YouTube фильтрует, что вы пишете. Дмитрий Гордиенко, привет. Дмитрий, ты мне так и не ответил. Кстати, твой вопрос, в принципе, отпал. То есть нужно только, чтобы писал. Если интересно, чтобы писал, понятно для кого и что, напиши мне в личку. Так, я не совсем понимаю, здесь завис он? Нет, он не завис. Это просто так меняется картинка. Привет, VSPR. 30 минут мало. Хорошо. Он хочет приватного общения. Павел, да, он считает, что мое приватное общение стоит 100 рублей. У меня нет приватного общения. Только все бесплатно, все по любви. Ого, неожиданно. Обычно в записи смотрю. Классик. Так это ж хорошо, что мы наконец-то с тобой увиделись. Саня, привет, хорошего стрима. Что бы ты посоветовал приобрести? Oppo 12, iQOO 12 Pro или Vivo X100 Pro? OnePlus 12 в глобалке. Это вкусовщина. Вы заметите, что вы спрашиваете 3 смартфона BBK. Все 3 BBK. Те же тапки, только в профиль. Я просто хочу пообщаться против хейта, скандалов и против. Так мы не хейтим, не скандалим и ничего. У меня... Ты спросил про часы и наушники. Топ-10 на канале. Посмотри. Ничего личного. Я не консультант. Я вот сейчас консультирую. Ты можешь сформулировать вопрос, потребность, написать, сколько у тебя денег, к чему ты привык, что ты хочешь. Вот просто простыню прямо сейчас напиши, и люди тебе посоветуют, в том числе и я. Александр, попробуйте в колду поиграть. Королевский режим плюс максимальные настройки. Давайте мы сначала по старому лекалу, чтобы понять, что с ним происходит. А потом уже насколько у меня хватит сил, потому что в 5 утра ложиться сложно каждый день. Я вам скажу честно. Big Summer Everybody Lies. Я видел, как их презентовали первично. Я могу вам показать простыни от МТС, которые мне уже просто и билеты оплачивает, и гостиницы, и отдельно оплачивает разговоры со мной, хочет. Только чтобы я презентовал их штуки, а конкретно Samsung. Я не знаю, зачем у них уже столько блогеров прям счастливых. Вот. А к чему это все? К тому, что у меня нет моральных проблем это делать, у меня нет времени и желания. То есть у меня же есть рекламные обзоры. Можно я вам порассказываю про кухню блогерскую? Ставьте мне плюсики. Я хоть перед кем-то повыделываюсь. А то в общих чатах не пишу, потому что это как-то не так. Ну там уже прям вообще... Я ж просто вижу, что там есть блогеры побольше, чем я. Я не знаю, что мне прям следующие уже букеты роз будут посылать. Это как, знаете, блогеры показывают посылки, которые им посылали представители брендов. Я вам скажу, что бренды, с которыми я не сотрудничаю, мне даже много чего прислали. Но прикол не в этом, а прикол в том, что всем, кто мне писал, можно вам прислать и там что-нибудь на Новый год, я им писал, пожалуйста, допилите оболочку, пожалуйста, перестаньте там маркетинг. Ну, как бы, мне кажется, это дичь. Вот. Ну хорошо, вот я вам рассказываю про блогерскую кухню. МТС и еще несколько магазинов ищут себе блогеров, потому что ненормально. Но я вообще смотрел их презы, пытался. Меня хватало на 15 секунд. Но они реально, понятно, что они накручивают просмотры. Это так же, как я Вилсу вспоминаю, самый большой блогер. Огромное ему спасибо, что он есть на YouTube, потому что только к нему можно прийти, увидеть обзор на 250 тысяч просмотров и под ним 600 комментариев. Чтобы вы понимали, у любого техноблогера, не только у меня, минимум 600 комментариев будет минимум под обзором в 50 тысяч просмотров, но не под 250. То есть он либо покупает просмотры, второй вариант он покупает, но я имею в виду, что он не покупает сразу все. Покупал бы еще и комменты, потому что выглядит дичайше для тех, кто шарит в YouTube. Просто какая-то лютая штука. А китайские смартфоны с Алика, их на каких условиях присылают?
Женя Иванченко, если вы будете подписчиком моего личного канала, то вы увидите, на каких условиях присылают мне китайские смартфоны. Давайте я вам покажу здесь чуть-чуть. Можно? Но я выборочно, потому что у меня там много различных товаров. Ну вот, смотрите. Начнем с не смартфонов. Вот я купил 2 ремешка. Потом монитор для камеры. Потом худи. Потом кофту. Потом кое-что. Секретно я уже говорил, какие я штуки покупаю, да? Помните, что я пытаюсь эти третьи, как это называется, нечестные штуки покупать дешевле. Вот это мне уже штука, кстати, пришла. Реальная. Ножички. Ну, сейчас я до телефонов дойду, чтобы вы не смотрели всякую лабутень. Вот, пошли. Это переводчик. Это Gold Store. Смартфон $234, 169 я с промиком, 309 баксов, 379 баксов, смарты, 649 баксов. Сейчас я вам условия, почему все? Сейчас, 5 секунд. Я все эти скрины скидываю. У меня есть девайсы, которые мне присылают бесплатно, но их 1 из 100. То есть у меня было 400 трубок. Из этих 400 трубок где-то 5 мне прислали просто так. Но из этих 5 все 5 я купил до того, как мне их прислали. То есть у меня была еще одна трубка, и плюс у меня не было никакого ТЗ. Не считая контрактных. У Техно у меня контрактные обзоры бывают. Раз в месяц. Я с ними уже, кстати, психовал, уже на грани, чтобы не делать их. Потому что я не хочу делать самым последним, и меня это все время бесит. Даже в контрактных обзорах тебя задвигают там через месяц. Вот, смотрите, Oppo Find X7, кстати, я его купил вообще не шутя, не дешево, за $611. M6 Pro за 174 бакса, то есть это сейчас он за 15 продается, я купил его, считайте, за 18. X6 за 22 штуки, потому что был момент, когда он за 19 был. Это за 260 получается, это я, получается, купил $866. Дешево достаточно, то есть 50-долларовый купон. C13... X7. Это я отменял. Это я отменял, потому что дикие цены. S3 395. Но, кстати, мне еще 85 вернули. И за 30 я завтра попытаюсь разблочить. 5 Pro и iQOO Neo 9 Pro здесь. И iQOO Neo 9 здесь. Так что спасибо мне за то, что я покупаю смарты. У меня никаких бы не было проблем. Но сейчас объясняю. Вы думаете, мне не хотят магазины давать? У меня их... тулярд просто в личке. Вообще никаких. Но если у меня есть деньги. Ну вот, да, это плохо. Для хейтеров особенно. У меня есть деньги. Я могу потерять смартфон, разбить смартфон. Вы понимаете еще вопрос использования? Вы когда видите мое лицо вот это грустное, я поцарапал себе Asus ROG Phone 8. У меня на лице написано, потерял баксов 70. Это мой смартфон. Я его буду продавать. Когда у меня утонул этот шлакоблок гребаный, Nubia SZ60 Ultra, это вот радуйтесь, те, кто вот этот шлак продает и покупает, потому что я встрял, ну, минимум на 30-ку. Когда Z Flip 5 у Samsung утопил, это тоже вот он у меня мертвый лежит, я потерял 70 с лишним кусков. А к чему это все? Видите, как он отработал? Это была, по сути, старая данная Antutu, или какие-то он был перегретый. Я так и знал. Если что, кондиционер работает на 16, не забывайте прожать лайк. И я сейчас поотвечаю на вопросы. Давайте я просто каждый раз, когда у меня спрашивают по поводу откуда, повторяюсь, мне прилетают смарты. И не только смарты. Просто это абсолютно никаким образом не отражается на контенте. И если мне что-то прислали, это скорее всего вероятность того, что я это захейчу в раз 30 возрастает, чем если я купил. Потому что когда я купил, я думаю, очень подло о том, что мне надо еще это дело продать. А если бы это было от магазина, ну как бы, как мне правильно говорили, когда я был 20-тысячным каналом, что ты за чмо такое, если тебе люди дают железку, а ты ее стираешь? Вы думаете, только подписчики так думают? Я уверен, что и магазины, блогеры, особенно те, которые Red Magic пихают, потому что точно проходят тесты все в морозилке. Не бывает таких тестов. Илюха, распаковка, 2 паковка, скоро выгрузит обзор. Вот, и красят ролики в примерах, видео. Вот такие вот пацаны. Когда сотрудничаешь с магазом, либо сам являешься магазином, такая профдеформация, она
Нереально. Так, в Antutu включи режим высокой производительности в режиме батарея. Тони Старк, как только мне захочется проводить тесты так, чтобы смартфон показывал лучшие результаты, вы это увидите в роликах. Пока максимально лайтово, без чехла, на металлической подставке для того, чтобы у него было лучшее отведение, теплоотведение. При 16 градусах в помещении, у меня уже морозилка, я сейчас уже буду надевать куртку, которая у меня здесь лежит. Не мало ли ему как бы кайфа, учитывая, что... Хотите второй прогон? Второй прогон в каком режиме? Давайте режим. Энергосбережение есть. Что, в повышенном режиме плюсики ставим? Окей. Он со второго прогона. Батарея. Режим энергосбережения. Отрубаем. А что это за фигня с яркостью, если она не автоматическая? Яркость сбросил. Прикиньте. Он просто тупо после теста сбросил яркость сейчас. Я ничего не делал. 690, 670. Чувак устал. Такой горячий побыл такой. Не, я, наверное, все-таки яркость сброшу. И сбросил яркость. Просто сбросил яркость. Без объяснения причин. После теста, не сразу. В морозильной камере, да. Окей. Так. Режим высокой производительности. Так он и так включен у меня, слышите? Он у меня и так врублен. Какой еще вам режим надо включить? Вы имеете в виду здесь, в менюхе? Энергосбережение. А где она? Не знаю. Я не понял, где он. Строка состояния. Режим высокой производительности. Другое. Нет, отрублен. Ну, давайте. Вы чувствуете профдеформацию? У меня сначала агрессия, как у истерички, а потом я уже делаю то, что мне говорят. Все равно же делаю все, что говорят, правильно? Поэтому прожимаем лайк для того, чтобы мои легенды эти слушать по поводу блогинга. Вот. Так что не беспокойтесь за меня, но основная масса этой всей лоботини была мной куплена. Все чеки в наличии. Я говорю, вот когда я, допустим, у Василия Пекин близко брал смарты, можете у него спросить в личку. Я всегда у него покупал по рыночной цене. И до сих пор его вспоминаю. А не как брал, купил, а по факту не купил и все. И норм. И можно что хочешь делать. Так, к чему это все, Саня? Настройки батареи дальше уже все сделал. Сделал. Вот вам и Dimensity. Но он уже у нас на 300 люксов жарится. То есть у него было 1300. Прошел один антутовский тест. Он посидел, подумал пару минут и такой, 7 люксов. Ну, он все равно не заметит. Все равно всего-то в 2 раза. Как у тебя телефон в темноте, а вебка в свете? Сформулирую, это не вебка, это Sony ZV, не понял. Чего? Это я ISO выкручиваю. Магия? Не думаю. Это знаете, как все время... Там что-то, выдержка, диафрагма, ISO. Все. 3 вещи, которые тебе нужно знать для того, чтобы делать вручную фотографию. Только опять же, диафрагму самому выставлять так же, как выдержку, это дичь. Ну окей, баланс белого. Ну там всего 6, но по факту ты юзаешь только ISO. Выдержку обычно никто не трогает. Только когда надо что-то извращенное сделать. И диафрагму. Нет? Хейтеров из числа зрителей. Человек покупает и сравнивает. Take это не зрители, это продавцы с Авито и остальных платформ. Вы понимаете, любой мой обзор, вы можете верить, можете нет. Но Пока мне писала за последние 3 недели через девочку их менеджера раз 500, почему у нас не покупают X6 Pro.
Я им писал, это дорого, Dimensity. Я уверен, что они каким-то еще блогерам пишут. Но это не единственный бренд, у которого есть мозг, и который спрашивает у блогеров, в чем проблема их продукта. Проблема продукта, что за этот процессор такие деньги нечего просить. То есть у Poco X6 Pro красный ценник 26 штук. Используешь баллы 24, но точно не 28 и не 30. Ну, это сюр. Вот. А на что там обзор? 700 рублей он стоит. Так, какой 700 рублей? Кстати, он 700 бат. Он 2 штуки стоит. А я его уже загадил. У меня уже 4 коврика, чтобы не скучно было вам. Red Naomi круто сделал. Ну, это чтобы вам было удобно, но видите, что как только яркость у смарта выгружается, лучше сделать вот так, чтобы вы видели ИСОшечку. Экран, а вокруг темно. Если, опять же, есть еще какие-то претензии, я не буду единственное там с Алаской в ближайшее время. Хотя у меня, кстати, даже есть Саласки под камеру, чтобы она ездила, и вы думали, Sony заделался в операторы. Хотя я очень хочу купить себе Sony Alpha 7S 3. Хотя у меня есть Sony FX3, и как-то она, наверное, лучше, но я и не пользуюсь толком. Саня Донат с вопросом кинул. Так ты мог бы здесь написать. Огромное спасибо, но все равно. Рассматриваю X6 Pro. Есть ли смысл переплачивать 16 гектар? В игры не играю. Нет. Да, куда подробнее. У тебя, если будет 500 тысяч вкладок в браузере, то тогда да. Или ты 17 предложений... Какой 17? Наверное, 40 приложений будешь держать во вкладках. Но ты же этого делать не будешь. 12 гектар это за глаза и за уши. Когда прожарка Sony? Когда у меня кончатся актуальные девайсы. Потому что Poco X6 Pro... Ой, какой Poco. Потому что даже Xiaomi у меня актуальные. Вот 3 штуки уже лежат. Правильно. Даже Redmi 13C более актуален, чем Sony. А еще про мертвых плохо... Я не знаю, что хорошее могу сказать про Sony, друзья. Вот. Котлета Pro, наверное, 10-го. Может, 9-го. Я не знаю. Я не знаю. Сейчас все зависит от того, насколько у меня и у вас обрадуется внутреннее состояние от того, что ей классный смартфон или просто хлам. Кстати, обрадуйтесь за меня, 2 недели, и мы уже подключили монетизацию к этому каналу. Она еще не подключена официально, но она будет подключена. И сразу порастраивайтесь. Почему? Почему порастраивайтесь? Нет, я не буду X7 топить. Вот, и сразу порастраивайтесь, потому что я все равно выводить эти деньги не буду. Но ролики будут рекомендоваться зато. Спасибо, сомнения отлегли. Пожалуйста. Котлета Про, я даже ничего отправить не успел, я просто поздоровался, и меня тут же заблокировали. Возможно, у вас какой-то логотип сомнительный, либо реклама в профиле, либо вы как-то поздоровались, как у нас некоторые любят делать, всем здоровья в хату или еще что-то подобное, как вариант. У нас, напоминаю, люди примерно такие же, как я. Меня, кстати, назвали философское движение, я забыл, как правильно. Когда ты настолько глуп, что не можешь верить в Бога, ни в какого, и настолько глуп, что не можешь вообще никак относиться ни к каким видам политики. В общем, это философское движение я потом запишу и расскажу вам. Обязательно. Но это вот прям про меня. Так вот, в чате у нас то же самое, и мы друг друга оберегаем от подобного, так же, как и от рекламы в профилях. Для вас, то, что для вас может являться нормой, для нас будет неприемлем. Но это ж личный чат. Вот здесь вы пишете, все нормально. Правильно? Есть какое-то место, где можно отдохнуть от чего-то очень важного. Здесь не важно. Железочка. Пришли, пообщались. GT Neo 6 будешь покупать? А куда я денусь с подводной лодки? X6 Pro вместо Realme C51 или C21. Самолетик, трубка. Я ничего не понял. Из-за генерации кадров и улучшения разрешения за счет Pixel Art X7 Gen 2 чипа внутри. Ты пропустил. Это очень важный момент в обзоре. Чего? Ты купил Ace 3, я пропустил не очень важную вещь. Я сейчас покажу, что у меня лежит этот Ace 3 заблокированный. Что тебе еще важного в обзоре я должен сказать? Его блочат, не покупайте OnePlus Ace 3. Вот можете обзор не смотреть. Вау, да? Или у меня задача продать штуку, которая будет заблокирована у человека. Акстись.
Притом он у вас может быть разблочен, как и у меня. Придет и его разблочат позже. Добро пожаловать. Потом будешь опять, как и я, выплачивать еще 40 баксов, чтобы его разблочили. И то, пока его еще не разблочили. Так меня прям люди умиляют. Вы, если хотите ну или вы продаете девайсы, вы сделайте свой канал. И рассказывайте много хороших вещей, особенно о штуках, которые блочатся. Я уже спрашивал и без ответа. Игровой топ смартфонов будет? Нет. Рокфон топ. Red Magic разводилова. Все. А что у нас было? Red Magic у Нубия, который из и палок. Вот. И Азусы с Black Shark'ом. Все. Пока пытались игровые смарты делать, но забили на это дело. Помните? Желтенький с триггерами. С этим, с ниндзей. Александр, вы не поняли, еще раз повторяюсь, что я признаю, что в этом я дурак. Если вы пришли там, скорее всего, либо рекламиться, то вас вполне возможно заблокировали. Не забивайте себе голову. Вы сейчас здесь больше вопросов задали, я вам ответил, чем кому-либо. В общем, вы в бане, напишите в личку, я вам переведу 100. Не люблю таких людей. Даже не знаю, сарказм это или нет. Я не спрашиваю. Среди компактов какой посоветуешь? А нет компактов. Есть iPhone 13 mini, правильно? На него я делал обзор. И Zenfone. Все. 9, 10, сейчас будет 11. Где еще компакты? Я, конечно, притяну за уши туда S23, S24 от Samsung. Еще так пузатого Xiaomi 13 туда подтяну. Но вы же понимаете, что это такое себе. Только Zenfone. Лучший зум на 100х. Все это лабутень. Вот мое мнение, это все лабутень. Притянутое за уши, что и покрашенное 300 тысяч раз, и дотянутое еще искусственным интеллектом. И все эти зумы, это просто вот... Какой у вас девайс был с X100? За все вот время вашей жизни. Полет нормальный, не блочит, аппарат огонь. Круто. У Ace 2 Pro нет глобальной версии, как я знаю. А у Ace 3 есть глобальная 12R. И еще раз повторяюсь, она у меня на руках заблочена. Эта трубка. Топ фонарей. Его нет, Виктор, чё? Oppo Find X7 или iQOO 12? Я не люблю такие вопросы. Вот прям не люблю. Почему я должен выбирать из двух девайсов? Один из них у меня еще не был на обзоре, к слову. То есть мы сейчас его гоняем. Я не буду выбирать из девайсов, которые я не гонял полностью. Никакой Денис Морозов. Если бы какой-то Android догнал iPhone по видеосъемке, мои обзоры не были бы сняты все на яблоке. На iPhone 15 Pro Max и на iPhone 15 Pro. Да, 4К 30 FPS. У меня есть хороший бинокль, да. Никто оптику не отменял. X100 это просто вот... Это так же, как съемка Луны. Да, в принципе, так же, как у Vivo и Oppo съемка фото. Они взяли палитрой, просто раскрасили все, чтобы тебе нравилось, и все. То есть они, в принципе, не настроены на то, чтобы каким-то образом делать настоящие фотографии с более-менее приличной цветопередачей. Давно топов не было, так рано еще. Рано, еще февраль только. Про защищенки, которые, видимо, всем блогерам рассылают бесплатно. Ну, есть защищенки, которые рассылают бесплатно, есть защищенки, которые я покупаю. Вот. Будем жарить на стриме Redmi Note 13 Pro Plus. Будем. А Женя Иванченко, ты посмотри мои обзоры на защищенки, реши для себя, мне что-нибудь платят или нет. Просто посмотри их, пожалуйста.
Ты бы за такое платил? И сравни с каким-нибудь Infinix, на котором у меня реально рекламные обзоры. Ну, есть и не рекламные, к сожалению. iQOO Neo 9. У меня вопрос. Все продукты на китайской прошивке такие специфические в плане ПО? Александр Феникс, да. Кто бы вам что ни говорил, да. Я об этом говорю каждый раз на стриме и в обзоре. И мне, понимаете, вот я не могу не то что занять сторону либо фанатов, либо хейтеров. То есть я советую смарт, но я говорю про его минусы. И люди, которым он нравится, они все равно приходят и нападают и говорят, нет, там вообще китайщины, там все без проблем, ничего не поменялось. Давайте третий раз. И мне слишком холодно. Потом я вырублю. Потом включу. Итак, 16 градусов, друзья. Ты абсолютно прав. У меня камера 15 Pro, а для игр сегодня Asus ROG Phone 8 взял. Привет из Латвии. И тебе привет, Флешко, брат. Red Fox, супер, отлично. Съемка Луны это вообще не с АИ. Только тестов было с монитора, открывают фото Луны, и он распознает. Так это и есть АИ. Ну, посмотрите, много роликов на тему АИ, в принципе, на YouTube. ТК, вы пока не заблокированы. Мы не вспоминаем здесь людей, которые красят ролики, это раз. А два, блогеров до миллиона подписчиков. То есть вы, понятно, что инфополе врубаете из разряда... Ну, вы много где читали или видели, что у меня утонул Nubia Z60 Ultra. Нигде. Никто об этом не сказал. Почему? Потому что их продавать надо. Вот это все, что вам надо знать про новости. Те новости, которые продают, либо помогают раскачать, вы видите. Вот. Димон, а выйдет ролик на Poco X6 Pro? Какой Димон? Меня Саня зовут, и он уже есть. Саня, привет. Подскажи, пожалуйста, планируется ли обзор на S24 Ultra? Да, 9 числа я буду прогонять сначала S24, а думаю 11 на таком же стриме мы будем прогонять S24 Ultra. Но опять же зависит от ваших лайков, от ваших комментов и от вашего желания. Как многие скажут, это бесполезное времяпрепровождение, с одной стороны. С другой стороны, более честного подхода, ну, мне кажется, не найти. Вы видите, что смарт не в морозилке, правильно? Если на этот телефон хорошо покажет, то очень сильно порушит рынок, и у многих продавцов же улетит на Луну. Никуда он не улетит, ни на какую Луну, я вас умоляю. Им надо ультру любыми способами и средствами пихать вам. Спасибо большое, Виктор Че. Я не понимаю, как люди не понимают, что это хорошо, что я один на Ютубе 3 года уже топлю смарта. Это типа плохо? Притом, как бы народ получает, вы правильно рассуждаете, смотрите, народ получает смарта от магазинов, это рендеры. Они могут делать с ними что хотят. Почему они их не топят? Потому что это может лупануть по продаже и все. А если он утонет? Хотя им ничего не будет, то есть они не выплачивают, если они там разбивают. Это я там убиваюсь, царапина, минус 70 баксов, разбил, утопил. Если бы позвонил куда надо, мне бы прислали их упаковку, и все. Я бы, ну, пару утонуло, 8 зато норм. До нормального дубля, да? Это не нытье. Это я рассказываю, какие у меня есть альтернативы. И они такие нормальные, если мозгом подумать. Но не моим. Флешка, брат, смотреть надо всех. Всех. Чтобы иногда поржать. И вообще техно, она подразумевает, как многие большие блогеры правильно говорят, что чем больше блогеров техно, тем лучше. И даже если мне техно-блогер не нравится, но я вижу, что продвигает тему в YouTube, я ему все-таки буду помогать. И такое у меня уже было. В принципе, как и мне помогали, несмотря на то, что я кому-то не нравился. Пожалуйста, Виктор Чо. Так, Сани 9RT был китайская версия, но без блоков и ни китайщины нет. Андрей Анисимов. Они тогда не блокировали BBK никакие смарты.
Хороший стрим, назрел вопрос. OnePlus 11 из Китая. Блокируют везде или только в РФ? Везде, конечно. Только у меня сейчас не в РФ. У меня S3 заблокирован. Они вне Китая все смарты блочат. Пам-пам. Штангелем замеряете это, да. Это я понимаю, что нужны резиновые прокладки на него. Я каждый раз думаю, ну, а потом думаю, да и ладно, зато посмотрю, как царапается. Axon 40 Ультра, 50 Ультра, никакой информации. Отличные камеры. Слава. Хорошо. Какой смарт сейчас самый лучший, на твой взгляд, без ограничений по цене? Мне кажется, лучший для чего? Для съемки видео iPhone. Если не съемка видео, а юзабилити, я бы выбрал S24 или S23 Ultra. Наверное, S23 Ultra, учитывая стоимость. И к стилусу я бы тоже привык. Хотя не перевариваю их. Алексей Смирнов, спасибо. Пока среди андроидов не видел нормальный флагман с плоским дисплеем. И не огромный. Их нет, да. Алексей Смирнов, спасибо. Фила я знаю. Мы обменивались девайсами, и можно сказать, что да, он мой друг. Может, я не его друг, но он мой друг. Это очень позитивный тип, очень советую вам смотреть его обзоры. И потому что, ну, он реально светлый. То есть, меня светлым не назвать, но вот если вы спрашиваете, там какая-нибудь хорошая информация, приятная, не продающая, ну, может быть, ну, хорошая информация, назовем это прямо. То есть он нормальный тип, добрый. Добрый, с добрым взглядом, хотя он считает, что я все хвалю. Вот я считаю, что он все хвалит. Зрители решают сами, кто что хвалит. 5 секунд. Пардон, мне надо попить. Стрим затянулся. Если честно, я планировал стрим не больше, чем на, наверное, минут 30, чтобы поиграть. Но так как нас собралось больше 100 человек, я еще раз повторяю, что для меня, вот мы сейчас сидим как в бане, не знаю, или в курилке. Хотя я не курю, и осуждаю, и себя осуждаю в первую очередь за то, что курил 6 лет. По 3 пачки сигарет я долбил. Очень дурачком был. Но уже не курю 14 лет, наверное. Так же, как не пью. И вам не советую. Особенно в 40 лет это понимаешь. Когда народ идет к врачам, а ты идешь на стрим в 3 часа ночи. Уже какой день. Есть ли возможность потянуть продавца? Да, мне вернули 89 баксов за блокировку S3. В итоге я получил его за 312 долларов. И завтра, скорее всего, Владимир, надеюсь, мне поможет за 30 баксов его разблочить. Я знаю как. Вот. Алексей Смирнов, стопорни, пожалуйста. Вот с этим вот. Все, давай закончим, чтобы я тебя не заблочил. Мне очень импонирует, что вам нравится наша тусовка, это хорошо. Последнее время ты не часто хвалишь смарты. Ну, вот такая вот у меня беда. Топ-3 смартфонов не по цене качества. Теперь это Рокфон. Чисто за то, что... Вот, говорю, посмотрите мои прошлые обзоры. Я за него отдал 650 баксов, он меня поцарапался. У него космический шим. Мне правильно написали там один из комментариев, что ж ты за плохой человек, если ты не говоришь про торчащие блоки камер, не говоришь про то, что они изменили своим фанатам в плане дизайна, про шим и про маленькую плотность пикселей. Но вы понимаете, что в игровом смартфоне для меня важно это, как он прошел тесты в игре. И да, там тач глючил, но я после этого установил прошивку, и он стал лучше. Я посмотрел, как его настраивать, я настроил, и все стало отлично. Что должно было произойти, чтобы после этого я купил кулер его? Вы понимаете, я пошел и купил его кулер вот после стрима. За 100... А, сколько он стоит? 100 баксов, по-моему. Вот. И к чему это все? В играх он в съемке iPhone 15 Pro. Не 15 Pro Max. А про андроиды
Мне очень нравятся OnePlus. Вот реально, просто вот, даже учитывая, что у них сейчас оверпрайс и еще что-то, они делают, даже учитывая, что у них какой-то брак по сборке. Но это, опять же, вот такое... Советовал бы я их брать в глобалке? Конечно, нет. Но вот у меня, допустим, очень много денег, если бы было. Ну, у меня всегда было много денег, чтобы купить смартфон. Много. Ну, могу я всегда мог себе купить за сотку смартфон. Ну и что? Тем более, он же у тебя не расходник, ты с ним ходишь не один год. Я говорю, это как с машинами. Покупаешь дешевле, потом дороже, 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 дороже. Или как с квартирами. Ты сначала покупаешь студию, потом однушку, потом двушку, потом трешку, потом какую-нибудь огромную квартиру, и потом покупаешь несколько однушек, сдаешь и живешь где-нибудь на сдачу, платя налоги. Вот. Старым быть тоже иногда хорошо. К чему это все? Да и не только подачи и комьюнити, и вообще он душевный все еще. Мои смарты не проживают до вечера без подзарядки. Самое ужасное, вот что не понимает народ. Если я снимаю на смартфон под названием iPhone 15 Pro Max, чем я пользуюсь? Я им снимаю, а пользуюсь я тем, что я снимаю, понимаете? Но это все, ладно, тяжело людям. Ладно, у меня 4 симки. 4. А чем Oppo не нравится? Этот? Блин, когда я боюсь смотреть обзоры с балкона, чтобы не... Ну, а знаешь, как я боюсь, чтобы это не грохнулось? Оповские смарты BBK не блочило. Просто смотрите, вот есть BBK, они блочат Realme и OnePlus. Но в их концерн входит также iQOO, Vivo и Oppo. И мое лицо вам говорит, возможно, что один концерн решил у двух каких-то подразделений блочить, и в остальных тоже. А остальные будут говорить, вообще не проблема, иди покупай. И никто об этом думает. Ну, вы думаете, покупатели об этом не думают? Я бы думал, чтобы ты не грохнулся. Но я ничего страшного, Биг Сама. Уже 2000 роликов есть от меня на YouTube. Мне кажется, хватит народу уже вот здесь. Многим. Многим моим товарищам по цеху техноблогинга, у которых все всегда тесты волшебные. Вы только не забывайте. Ну, всегда интересно. Утонет? Нет. Уроню? Нет. Правильно? Нет, Станислав, платить налоги очень... Ты не понял. Соизмерять, если ты сдаешь несколько объектов недвижимости, либо еще что-то, и не платишь налоги, ну ты глупый. Потому что штрафы у них космос насчитываются за 3 года. И это не... Платя налоги, это я сказал, потому что я сразу посчитал, что если ты просто эти квартиры, допустим, у тебя там их 5, 7, 10, переведешь в нал, раскидаешь по разным счетам, положишь под проценты, не обязательно в одной стране, то у тебя процентов будет больше, чем ты будешь заморачиваться со сдачей квартир. А налоги платить по-любому надо. Ну, то есть рано или поздно тебя за попу придут, возьмут и все. Опять же, это мое субъективное мнение. Я уверен, что если ты прям совсем высоко в жизни взлетаешь, и у тебя пароходы, еще что-то, у тебя там штат юристов, бухгалтеров, и они знают, как все это дело обходить. А если ты живешь вот на своем мини-уровне, лучше все, чтобы комар носа не подточил. Виктор, что, не назову. Вот прям не назову и все. К сожалению, я читаю форумы по технике, все. Я говорю, я живу этим. Вот меня больше всего нервирует, когда народ пишет, там вот этот с этим проходил, этот... Так они работают, друзья. Я вот что делаю. Я уже давным-давно пенсионер, мне работать не надо. Так, 1 689 000. Еще раз гоняем? Нет. Я вам сразу скажу за вас. Нет, хватит это терпеть, я не хочу, чтобы он сгорел. Я не думаю, что... Кстати, видите, он не коричневый пришел, который был ультра, а обычный 42 градуса. Но нам надо ждать, пока он охладится. Нам прям железно надо ждать, когда он охладится, потому что нельзя на тесты его кидать в таком виде.
Согласна? По низкому шиму есть свой топ. На IPS-экранах iQOO Z Neo, iQOO Z8S. iQOO 12 или Oppo Find X7? Да я не сделал еще обзор на Oppo Find X7. Ну отстаньте вы от меня. Вот он в руках у меня. Когда у меня будет обзор, на следующем стриме спросите. Вы можете у меня сейчас про ROG Phone спрашивать, который я уже гонял. Но не спрашивайте меня про смартфон, который мы вместе с вами гоняем. Дмитрий, не мне делать выводы. Просто вы должны соизмерять риски. Как только у меня получится разблочить AS3, опять же, там определенный геймплей. И у меня нет на это времени тупо. То, что мне друг Владимир согласился помочь, если у него будет время, зашибись. Но он там такой прошаренный, что он руты кидал еще пайкой. То есть он реально паял сам Galaxy S2, он сказал. Делал цепь, чтобы рутовать. Есть телефоны, которые я жду. Я жду S24 и S24 Ultra. Вот. Magic 6 Pro жду, чтобы мне его хотя бы выслали. Очень ждал Sony, но он меня очень сильно разочаровал, и мне будет очень сложно на него сделать обзор. Очень хочу сделать обзоры на камеры, но пока в них недостаточно шарю. Что будешь делать с Nubia Z60 Ultra? Габелка. Я его отдам в сервис 9. Вот, они мне скажут, что с ним делать. Но, скорее всего, они скажут, что его можно выбрасывать. Спойлерну тебя. Вот. Я еще и с флипом Z5 не разобрался, что с ним делать. Его ремонтировать 30 тысяч. Смарт стоит 60. Продам его за сколько там? За 40? Ну, в общем, пока все очень... Соль на рану. Давайте не будем. Она еще болит. Пока. Не забываем прожать лайк. Вас много. Меня мало. Да? Это же не сложно. Прожать лайк. 147 в онлайне, а лайков 123. Вообще не камильфо. Где покупал Sony? С какой целью интересуетесь? Я злостный неплательщик капремонта. Ох. Патриот? Нет. Не дешевле. У Самсы с Алишки это вообще все печально. Яма Forever. Еще вариантов очень много. В том числе Авито. S24 Ultra, гады. Что? Не переставили нижний динамик? Не ник снеговика. То есть мне потратить... Ну вот смотрите сами. Я мог купить в первый день. То есть если у меня 350 штук, чтобы пойти его купить, да. Что я с ним буду делать, я не знаю. Я даже не знаю, как я буду на него снимать. И что это за хайп? Ну, из разряда я такой дурачок, что у меня есть бабки на то, чтобы купить. У меня есть бабки, чтобы купить все эти смарты. Вот, не знаю, там, что, эти. Еще много всяких. У меня там 4 таких еще упаковки. Я не понимаю, если ты живешь не в США, зачем тебе Vision Pro? Хайпануть на чем? И у меня не рекомендации просмотра. Я вчера только кидал в свою личную телегу. У меня по рекомендациям 11% всего. На одном канале и 8% на другом. То есть от того, что я сделаю на Vision Pro обзор, у меня подписчиков не прибавится. Детей прибавится, может быть, которые напишут, нах ты купил. И я тоже не знаю, зачем. У меня плойка 5 стоит уже 3-й год. Я накупил туда игр, никто в нее не играл. Ни я, ни сын, никто. То есть, если вы думаете, что я вам делаю вид, что я такой весь... Вот это есть смысл покупать, этого нет смысла покупать. Я реально так и думаю. Ну вот, это моя натура. Я все время соизмеряю качество, цена, возможности, риски и все остальное. А когда я пробую что-то, я рассказываю, что вот это плохо, это нет. Vision Pro не бесполезная вещь, если ты живешь в США. Вот. Продашь свою Соньку? Суржа нет.
У каждого мужика в доме должен быть OLED и Сонька. Тем более у холостяка. Не-не-не, Universal Rus, я уверен, что это будущее. Просто те проблемы, которые она с собой принесет, посмотрим. Ну и пока проблемы не являются вообще, по моему мнению. Андрей Анисимов, я не знаю, насколько это удобно. Не могу с тобой поделиться. И не хочу об этом думать, если честно. Vision это... Так, привет, Саня. Ты бы лично посоветовал что? До 35 тысяч. Из данных аппаратов Neo 9, либо OnePlus Ace 2 Pro. А зачем тебе производительность? У меня есть Dendy, это еще круче. Любитель уже нет. Уже как год с лишним. Но у меня есть 2 детей, бывшая жена, да. И все. Как я говорю, зато теперь плюс как-то Российская Федерация это место, где очень много женщин стало очень богатыми, а потом они реально стали богатыми одни. Вот, я не знаю, ну, те, кто должен понять, те поймут. А можно, в принципе, уже переключаться. В ROG 8 DC-диминг только в 60 Гц работает. Нет, то, что вы видели в тесте, это был 120 Гц. До 30% и до 40%. Нет новых кросс. Вот все, что было, я на это делал обзоры. Где выгоднее купить Sony? Google в помощь. Либо подождите мой обзор. Любители, я думаю, ты понял, да? Ну, в общем, у всех все хорошо. Некоторые из девайсов на Али нет в каталогах. Ну, потому что они не могут пройти, мне кажется, сертификацию. Sony уши фотик. Я понял о чем-то. Я думаю, вы ощущаете душевность. Вот что такое, когда ты на стриме. Надеюсь, ощущаетесь, потому что я ощущаю легкость и душевность. Хотя, с другой стороны, когда мы на основном канале встречаем... Ну, не, когда 1000 человек, разговаривать сложно. Очень много вопросов. До, наверное, 300 человек комфортно. Так, стоп, подготовка. Что мы должны сделать? Первое, я, как понимаю, он яркость сбросил и еще не вернул. Это я сбросил ему яркость, кстати. Но мы сейчас проверим, до какой степени он ее вернул. 1300 люксов. Все запомнили. Мы выкручиваем сейчас ISO, так, чтобы вы видели, что происходит на экране. И переходим в режим PUBG. После PUBG мы для того, чтобы 73% режим высокой производительности отключаем или нет в PUBG. Пишем. Потому что сейчас 550 человек скажет, а чего это в режиме высокой производительности, только дураки в нем играют. А вторые 550 человек такие, да ты чего, давай без него. Кто нормально вообще играет в высокой производительности? Так, первое, с чем вы сталкиваетесь. Вы думаете, вы крутой, вы купили смарт за полтинник, но нет, друг, ничего не поменялось в Dimensity. 90 FPS и только низкое качество графики. Все, чего вы достойны в New State. И я этому не радуюсь, просто я к этому, как и мои подписчики, был готов, наверное. Да? Что у нас еще интересного? Game Assistant мы потом включим. 72%. Пусть будет 120 FPS. Нет, отключай. Отключай. Все, кто собираются покупать смартфон, отключаем. Хорошо.
Отключил. Как говорится, special for you. Специально все для вас. Не забываем прожать лайк все, кто первый раз пришел, потому что рано или поздно здесь окажется тот смартфон, который вы хотели купить, и у него окажется тот критичный недостаток, о котором вы ни у кого не узнаете, и вы потом его не купите и сэкономите себе деньги. И друзьям. И потом будете еще друзьям, которые будут ходить, а я купил этот смартфон, а ты такой, ну да, днище. Он такой, да какого черта? А вы стрим скидываете и все. И вы рады, и он в каком-то смысле рад. Потому что мазохизм тоже у кого-то есть. Зачем графика в шутерах? Конечно. Ну, что это супер какая-то старая игра? Это супер новая игра. Вообще дичь. Дичь. Так, Game Assistant поверх. Окей. У нас Game Assistant поверх. Сразу пишите. Performance выставляем гейминг или нет? Пожалуйста, друзья. Плюсик, если ставим гейминг. Велована. Если кратко, инженер радиоэлектронных систем, а конкретно телеметрия. Выключи. Хорошо. Давайте тогда оставим мы баланс, чтобы никто мне не писал, что я замучил бедный МТК. Да? 72. Что это за стёб такой? Плюсик. То есть выставляем минус. Плюсик. Ага, все-таки все хотят гейм. Ну все. Ну, опять же, геймеры скажут, чувак, включай игровой режим, иначе ты 90 FPS не увидишь. Я скажу, ну окей. Мы включаем игровой режим, включаем секундомер, запоминаем 72%. Давайте-ка я здесь лучше это сделаю. И самое сложное начнем. Ну что, подключат мне монетизацию, как вы думаете? Просто есть вариант, что не подключат, кстати. Но если не будет монетизации, не будет рекомендаций. Будем сидеть в таком коллективе. Так, все, включаем режим утюга. Хорошо, гейминг включен. Гейминг включен, и мы видим 29 FPS, 28. Хорошо. И пусть весь мир подождет, да? Так, как-то комфортно для меня и для вас сесть. Так, а зачем я так делаю, если я могу просто увеличить зумом? Это же оптика. Это же оптика. Только не двигать, да? Матч найден. Все. Зачем китайцы такие... А как вы тогда купите смартфон, если они не будут делать шайбу? 59 FPS. Но мы дадим ему шанс, да? 60 FPS, 62 FPS, 60 FPS. И кто мне там будет что говорить? Я говорю, вот посмотрите попытку обзора на Red Magic, который игровой смартфон, который вообще не игровой. И останьтесь при своем мнении, продавцы, что он хороший. Но пока я вижу только 59 FPS, и вполне возможно, кстати, я не буду гнать, мы сейчас посмотрим по поводу залока на FPS именно в этой игре. Пам-пам. Частота обновления, частота отдельных приложений. Вот, скорее всего, у него лог. Здесь я сразу среагировал. Вы, кстати, мне напоминаете тоже. Потому что здесь, скорее всего, у нас лог FPS. Вот Genshin 60, Diablo 60. Где пап? Да, видите? 120, все. Сейчас у нас будет 90 FPS. Или не будет. Вот я каждый раз так опрофаниваюсь, если мягко сказано. Говорю, о, 60 FPS, нет, 90. А потом включаю разлог и все. Но насколько этого дела хватит, об этом история умалчивает. И мы об этом только узнаем сейчас. Redmi A3 делают в дизайне Xiaomi 13. Да, я видел уже. Да, он недолго прожил. Ладно. Кстати, руки ищет после рокфона триггеры. Прикиньте. Они вообще неудобные, а сам потом... где? Вот так.
Ёшки, рекомендация уже есть, я по ней перешел. Огромное вам спасибо. Не забывайте подписываться на канал с колоколом. И обращать внимание, что у нас уже просадка по FPS, но такое бывает, когда ты играешь на демонсте. Но как мне напишут, я смартфон, уже 59 FPS опять, покупаю не для игр, не для камеры, не для экрана, не для того, чтобы звонить, а просто, чтобы он у меня был и было красивое название. Потому что он красивый. Постепенно мы переходим в категорию людей, которые измеряют все эмоции. Вот меня больше всего вот эта штука нравится в продажах. Эмоции от этого смартфона, они просто зашкаливают. Как только я получил его в руки, он оказался таким крутым. Я не хотел его выпускать. И по истечении всего этого времени я могу сказать, что это и есть идеал. Почти. Но он волшебен. Эмоции зашкаливают. Вот примерно вот такая штука меня вообще не впирает. Или как Вилса говорил про Red Magic, ничего не рассказал, но сказал, мне нравятся камеры, не выпирают, я оставлю его себе. Это типа характеристика, если Вилс оставил себе смартфон, просто чтобы он у него лежал, и он показывал, так как у него контракт, не знаю, на полгода, чтобы его показывать, и народ должен покупать или чего? Вообще просто такой бездарнейший обзор. Я прям посмотрел и очумел. Я думаю, что? Что? Ну, то есть ему вообще просто было лень. Просто было лень что-то делать. Просто такой, ну, что делать? Я скажу просто, что я его оставил себе. Поэтому народ должен пойти и купить. Не забываем подписываться на канал с колоколом. Тем, кому не важны эмоции. Во всяком случае, блогерские. Потому что какая разница, у кого какие эмоции, правда? Главное, какой у вас будет результат общения с тем или иным девайсом. Пока все норм. Пока все норм. Пока кто-то бежит ко мне даже. Так. GT5 Pro, так посмотрите прожарку. Я говорю, вместо того, чтобы вот спрашивать, вы собираетесь... Вы понимаете, какой сам по себе вопрос, вот такого рода вопросы, они странные. Как говорят, при получении высшего образования мы учим вас, где искать. Вот я создаю контент, чтобы вы могли выбрать. Реально создаю. И это последнее дело. Спрашивать у меня, хорош ли этот смартфон в определенных задачах, когда я уже сделал на него обзор, когда у меня уже есть на канале с тестами все, что нужно, спрашивать у меня, хорош ли он для меня или нет. Это уже у вас надо спрашивать, хорош он для вас или не хорош. Понимаете? Неважно, какой он для меня. Вас удовлетворят результаты его тестов? Хорошо, берите. Опа. Тут что-то было... Что-то было рядом. Так, а чего мне? Мне уже в зону надо бежать, у меня трешки. Пока все good. Только я замерз. Давайте я вместо того, чтобы отрубать на этом смартфоне, дадим ему возможность... Вот 59 FPS. Почему я стою, а он показывает 59 FPS? Потому что он экономит заряд. Правильно? Вполне возможно, кстати. Диабло протестирую. Дайте мне чуть-чуть поиграть в PUBG. Я потестирую в Диабло с удовольствием. Я его уже скачал даже. Я смотрел. Витосик. И какие вы выводы сделали из моего обзора? Нет. Про 73 FPS. Это уже, мне кажется, ближе к стрессу у него. Ладно, не будем мы пока светиться. Пойдем-ка мы в центр зоны, да? Может, что-нибудь еще поймаем. Хотя у меня 450. Наверное, надо набрать до 600, а потом 2 улучшалки купить и все. Прожарка без твича, да. Все, мы отрубаем твич. Потому что микрофонов там нет.
Никто не пользуется им. Я не нашел ни одного человека, который бы сказал, что он стримит на Твиче. И мы просто делаем прожарки чуть дольше и чуть-чуть жестче. Я считаю, что разумность в этом есть. А Twitch могут и правда чуть-чуть не допиливать для тех или иных устройств. Но так, ДД арбалет. Выбрасываем, 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 выбрасываем. Бросаем. Используем. Вот. Архитектор, привет, я рад, что ты до нас дошел. Как у тебя настроение? Признавайся. Так, наверное, надо ждать, звать улучшалку. Потому что, в принципе... О! Бот. По плавности шагов это бот. Но не факт. Ну ладно. Чуть-чуть привез нам чуть-чуть энергетиков. Так, все, можно, в принципе, прыгать на... Привет, Николай! Привет, Влади! Рад, что ты дошел. Не забываем прожать лайк. Это все из-за эмоций, поэтому 118 человек осталось? Или потому что я в PUBG играю, признавайтесь. Вы ждете эмоции от ютубера? Или меньше обезьяничать? Норм, много работы. Но иногда это хорошо, когда много работы. Иногда, когда мало работы, это плохо. Мне так кажется. И понеслась. Есть контакт. Я так и знал. Главное, как говорится, мы в зоне. Да что ж такое-то? О, ёшки-гагошки. Еще и отсюда. Прям подраздолбали хорошо ее. Было близко к тому, чтобы мне пришел логичный конец. Сейчас все проверю со звуком. Но пока есть ощущение, что здесь перекос. Какие-то зарубы. Там были типы. Обычно бомбочки у нас, где много людей. Опа. Здесь недавно кого-то снесли. Вряд ли бот бота. Хотя возможно. Так, ну все. Идем дальше. Не забываем прожать лайк. Также много настроек. Если ты проф-фотограф, то можете сделать хорошее фото. Я пью очень много кофе.
А энергетики редко употребляю. Но это не энергетика, это типа витамина С, хотя тоже энергетик, но такой лайтовый. Скорее водичка с аскорбинкой. Ну все, эта цифра нас настигла через 13 минут игры, и вряд ли она будет сильно меняться. Ну вот сейчас я остановился бежать, и он сбросил, в принципе. Ругал его. Может быть и будет. Но через 13 минут была просадка на несколько секунд. Первое. Но смарт особо не нагревается. Пока играть комфортно в целом. Я бы даже сказал, что не нагревается вообще. Ага. Вторая карта захвата. Все-таки плохое качество. Да вам хватит, чтобы увидеть циферку эту. Мракобесного. Вот я бегу. Кстати, донат. Опа. Вижу. Типов вижу. В бой вступать не собираюсь. Только когда увижу конкретно. Угу. Пока не вижу. Но они вот там. Так, ладно, в топку. Пытаются оббежать по-любому. Мы этого не дадим сделать. Тем более мне все равно в зону идти. Так, позади. Типа позади. Выглядит хорошо и правда, мне тоже нравится. Так, ну и... Ёшки, подставился. Где? Поднимет? Спасибо. Ага, фигу. Никуда он поднимать не будет. Хотя, может, и будет поднимать здесь уже. Ага. Чтобы проще было лутаться. Ну ладно. Штатно мы что делаем? Правильно. Мы берем и измеряем яркость. 1200 люксов. Все хорошо. Что у нас было на 93 двух нулях, и все было плохо, да? Но мы помним, что графон здесь минимальный. Всем, кто начнет рассказывать, что это супер-мега игровой смарт. Не назвать его чудесным, потому что с теми же настройками любой смартфон до 20 тысяч рублей будет играть не хуже. Не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что пришли. Я не знаю, из-за чего она снимает в... Ну, давайте попробуем в других режимах. ВИ. ISO авто, правда, будет стоять.
Может быть, будет больше FPS. Пять секунд. Раз, два, три. Ну давайте на рейзере тогда. Раз, два, три. Вы слышите меня? Будет теперь такое аудио пока. Я не знаю, почему шуровский микро отказался работать. 5 секунд. Все равно летим. А, ничего ж себе, тут просто мьют был подключен. Просто был подключен мьют, я не понимаю почему. Наверное, коснулся нечаянно. Ладно, понеслась. Все бывает, так сказать. Пропал звук. Я уже в курсе. Уже появился. Уже все появилось. Не устраиваем панику на Титанике. Фильтры. Шумоподавление. Окей. Был сбой сети, попробуй. Ну, вроде все хорошо. Такое ощущение было, что это даже не бот. Но это был 99,9 в периоде бот. Еще и с таким лутом.
Опа. О. Опа. Прям интересно, кто там лупил издалека. Кто бы не лупил. Опа. Поменял позицию, все еще лупят. Ну, вообще FPS сбрасывается. Притом конкретно. Опа, вижу. Как он туда залез. Нет, это не он. Ну и ладно, давай наемник. Все-таки хорошо старался. Так, какой спорт? Легкая атлетика. Что смотреть? Хоккей классно. У всех с чатом в норме. Биг Сама, да. У всех с чатом в норме. У меня в норме, а у вас? Здесь, по сути, двух положил. Ну вот 59-62 проскакивают. FPS низкая, но опять же ненадолго. Ненадолго. Александр, вы, конечно, красавчик, но 100 человек просто смотрит, как один взрослый мужчина играет в игрульки. Лилия, еще раз мы, во-первых, общаемся. Во-вторых, они смотрят, вполне возможно, на смартфон, на который планируют потратить свою зарплату в 50 тысяч рублей. И очень часто эти взрослые, и не только взрослые мужчины, и не только мужчины, ввиду того, что, мне кажется, ник подразумевает, что вы не мужчина, они приходят, чтобы сюда поговорить друг с дружкой, в том числе. Вот. Так что не надо тут. Люди приходят просто пообщаться. Звук тише стал, как будто стало слышно что. Громче я звук не сделаю. Попробуйте вот так, хорошо? Может быть, я просто перестал говорить в микрофон. Дропы и остальные прелести, да? Наших дней. Смарт на 8 Gen 3 камера, важный экран, камера и игры. Чтобы все было сразу супер, такого пока не знаю. Так что подсказать вам довольно сложно. Лилия пришла, посидела, такая, что это за игруха такая? Во что вы играете, Лилия, если вам скучно и грустно? Кроме того, что посещаете стримы незнакомых блогеров, которые тестируют непонятные для вас девайсы. Или вы знаете, что такое Oppo X7? И примерно понимаете, что мы делаем.
50к серьезный повод посмотреть и сэкономить. Ну, опять же, если это не твои деньги, вот, допустим, девушкам, Лилия правильно говорит, им в основном смартфоны покупают. Ну, а вполне возможно, ей как раз какой-нибудь мужчина и выбирает смартфон для покупки. И предполагает, что если он ей не понравится, то ему придется его себе забрать, а он вполне возможно будет играть в PUBG. Или будет давать сыну играть в PUBG. Вообще, почему мы оправдываемся? Лилия, почему вы сделали так, что взрослые мужчины оправдываются перед одной женщиной, которая пришла из сотни человек в онлайне и сделала оценочное суждение, притом, возможно, даже не являясь женщиной, к слову. Universal, я смотрю, тоже зацепило. Но с Universal вообще в таких обстоятельствах просто обсуждаем, как у кого день прошел. Так же, как у архитектор, ты где? В следующий раз турецкий сериал для Лилии посмотрим. 2-я серия. Не, ну это тоже сексизм, наверное. Это сексизм называется? Я не знаю, что это называется. Но прийти на стрим, который подразумевает тестирование смартфона в играх и спросить, а что это вы тестируете? Это тоже довольно забавно. И опять же гендерно. Почему вы здесь думаете одни мужчины? Ну-ка, девушки здесь есть, а посума нет, понятно. Она сегодня работает, наверное. Кто у нас из девушек есть? Есть кто-то из девушек? Плюсики. 3 плюсика поставьте, если вы девушка. Или 2 полоски, 2 буковки I. Или вы позиционируете себя на стриме как девушка. Уже неплохо. Задние вопросы обсуждаем. Интересно. Павел, вы ощущаете, что один человек с женским ником пришел, и чувак 40-летний уже оправдывается? Ну, я тут, ну, в общем, ну, как бы мы забрались. Вообще. Как-то мы в бане за столом никогда не оправдывались, почему мы здесь квасик лупим литрами. Да, Биг Сама. А что? Ну, потому что это все зашито, знаете. А что это ты вечером играешь, а там картина не повешена, не знаю, машина не отремонтирована, с детьми не гулял. Вот это вот все. И все. Может быть, она таким образом супруга своего отсюда выгоняет. Итог, что у нас 62%, 62 FPS показывает, но периодически он возвращается во свояси. Но я говорю, мы можем долго его расхваливать, и в принципе это будет правда, правильно, только мы стартовые условия забываем, что этот великолепно ужасный смартфон не дал нам вообще никакой графики. Не, ну вот так вот не надо со скобочками, но полоски можно было бы. Ну эти, буковки I. Такой он громкий, да? Так, а что тут за заруб? Где-то кого-то он увидел. Почему я его не вижу?
Не забываем прожать лайк. Да все уже, Лилия давным-давно... Я выбираю себе, зашла посмотреть, что тут вообще происходит. Лилия, вы когда-нибудь знали, слышали про смартфоны вообще? Что-нибудь в плане... Вот какие вы смартфоны знаете? Какие у вас были? Что тут происходит? То есть вы все еще здесь. Лилия, все у вас в порядке, что вы девушка, находитесь на стриме, заточенном все-таки в основном под мужское население, потому что обычно они интересуются железками. И даже не можете сформулировать, зачем и что здесь происходит. Мы тестируем в играх, мы играем иногда в игры, мужчина, в разные, в том числе в PUBG. Будет ли проседать у нас FPS? Как будет отрабатывать тач? Новый смартфон на Dimensity, который не позволил нам поставить опа. И мы достигли. Надо проверить яркость, потому что он сказал мне до свидуля. Мы выяснили, что он до 750 люксов сбрасывает через довольно легкой нагрузки. При плюс 16 34 минуты ему понадобилось. И, как говорится, это начало. Мы же помним, что это начало. Так, ёшки, я вот все пропустил. Да что, как это так может быть? Косоглазый, косоглазый. Трешка пойдет поднимать? Нет, я не успею уже. Все. Финита ля. Можем подождать, и он попытается меня вызвать, но мне кажется, что не попытается. Я бы на его месте не вызывал бы тоже. Но нет. Все уже. Так. Ну, полчаса на минималках это, конечно, не очень хорошо, я вам скажу. Хотя вы можете со мной не согласиться. Но я вам напомню, что Рок 3 у нас час ничего не сбрасывал на 1000 люксах. На максимальной графике, на минуточку еще при этом. S127. Я в плане лучший, в плане того, что я нашел, что он сбрасывает яркость. Я тоже рад. Не зря сделал стрим. А то будут спрашивать, а почему он не игровой? А что это? Ну что, ну включили ты минимальный графон врубил, и ничего страшного. Ну, разве сложно? Благодаря 4-кратной скорости и перемотке нагнал отставание. Александр Иванов, спасибо вам большое за то, что зашли. И уж тем более используйте. Есть перекос. Притом там конкретный на нижний динамик. Книжку почитаю, потом посмотрю в обзоре, к каким выводом вы тут придете. Хорошо. Приятного вам чтения. Биг Сама, до чего я захейтил? Я просто не верю, что мой... У меня есть статистика Ютьюба. Статистика Ютьюба говорит, друг, твои стримы смотрят 2% женщин. 2% женщин, это подразумевает, что кто-то просто-напросто, когда регистрировался, вообще плевать, просто женщина, там, не знаю, 68 лет, там, 54, 13, вообще без разницы. Это точно не... Кто? Вот человек пришел, вот женщина, и, опять же, допускаю, что женщина, и удивлена, какого лешего вообще смартфоны тестят в играх. Вот. Вы не отвлекаете. Вы принесли нам... У нас прошлый раз на стриме была распаковка 2 паковка, и то меньше было восторгов. А пришла одна девушка, и все. И все. Девушка. Девушка на техностриме. Я замерз, как не знаю кто. Я, в общем, короче, вырубаю морозилку. Я про чат в общем. Биг Сама. Коллектив 100 с лишним человек имеет право иметь коллективный разум. И когда его критикуют этот коллективный разум, он, соответственно, реагирует. Это знаете как? Красить ногти, тратить время на это, тратить время на то, чтобы
ресницы себе наращивать, тратить время на то, что делать себе лицо, как некоторые женщины, либо наносить эти боевой раскрас, многие мужчины тоже посчитают, что это глупо. Но мы же об этом не говорим. Так какого лешего, когда мы играем и общаемся, женщина приходит и говорит, а что это вы делаете? Вы почему голос не смотрите? Вы почему не смотрите голос? Все включили голос. Он еще есть, кстати? Можно чашку чая? Павел Юрьевич, да. 2 девушки, какие? Где? Где? 103 человека, 2 девушки, ловите. Unbelievable. Не верю. Так, ну что, с пониженной яркостью, когда он начнет сбрасывать FPS? This is the voice. 2 года моей жизни. 2 года моей жизни. Я не хочу это обсуждать. У меня глаз задергался. В плену всего. Но это правильно. Ред Наоми, да-да-да. Реально глаз задергался. Зурьят девушка. Имя женское или как? Понимаете, женщины нашей крови, ну вот кто на стримы приходит, они не спрашивают, а что это вы тут делаете? Они, вот как опоссум придет, заблокирует нескольких человек, поговорит за железки. А когда человек приходит с претензией, ну как бы не с вопросом даже, у нее есть возможность обратиться к сотне мужиков, которые разбираются в железках. Где она еще такое количество людей найдет? Не в магазине, который будет пытаться ей что-то втюхать, а вот просто, вот просто в обычной жизни. Но вопрос ставится совсем по-другому. Вопрос ставится так, чтобы ты оправдывался. Это чисто психологическая уловка. А так как мы занимаемся стримом, то мы можем говорить о чем угодно, правильно? На яблоко со съемок. Так, жду Honor, особенно тесты видеосъемки. Ну, учитывая, что у Honor есть гуглы, я сейчас прямо скажу, у меня есть, ну, еще раз, 1000-й раз напоминаю, я 2 года уже работаю не один на YouTube. У меня есть оператор Игорь, профессиональный тип, который фильмы снимал. И поверьте мне, если бы он мне сказал, что мы снимаем на Соньке, вот у меня 3 Соньки, Z10VE мы уже пытались, Sony FX3, айфоны, у него еще есть Соньки Альфа, и мы все равно снимаем на айфона, потому что он лучше снимает. До какой степени я косоглазый? Мне понадобилось 30 патронов, чтобы вынести. Вот, и к чему это все? К тому, что это не только мое мнение, это мнение человека, который проф, прям проф. Он этим зарабатывал чертову тучу лет. И как только он, если он на Honor'е скажет, все, Таня, вот здесь лучший автофокус, лучшая цветопередача, лучшее переключение, вообще волшебный смарт, мы на них переходим. Все. А пока мы только оптику за 18 штук сегодня еще купили на iPhone. Оптика на iPhone, да, 18 штук линза. Я не знаю, кстати, купил он или нет. Потому что я хотел камеру, но, в общем, пришли к выводу, что это все дичь и понты. Ну, так оно и есть. Ну, вот смотрите мои ролики, неужели они плохие? Это учитывая, что я реально не заморачиваюсь по съемке. Я не заморачиваюсь по съемке. То есть для меня важно наполнение. Я понимаю, что основная масса людей вообще мои ролики не смотрят, они слушают их. Да, Snap не покажет вам в настройках низкие настройки для смартфона. Но это, ну, как бы для игрухи. Это дичь. А вот это уже претензии на то, что он не бот. Да. Еще и пулемет, очуметь. Еще и 180 патронов. У меня уже 800 патронов. Сейчас. 58. Почему он так сбрасывает FPS, пока я стою? Так, все. Теперь я могу
Или подождать и набрать еще больше денег. Так, бот, не бот? Да, бот. Ладно. Где он стреляет? Ладно. Или набрать до 1500. Да нет, вообще у меня крутые девайсы. Наверное, я буду уже заказывать 2 набора. И еще иксы, кстати. А, вот X я зря не заказал. 800 надо было X заказать. Раз. Я тут давно. Вика, очень приятно. Вот девушкам, которые не задают вопроса, а чего вы тут все делаете, респект. Нас не обижайте. И, надеюсь, сами приятно проводите время. И полезно, надеюсь. Ну, в первую очередь, приятно. Это все-таки стрим, потому что полезно. Можно просто прийти ненадолго и все. Так. Мне без разницы, что там обнаружено, честно. Тачка. Сейчас меня подцепят. Я думаю, подписчик меня пожалел. Так, залезть, все. О, все. Вот лучше быть королевой стрима, да? Чем человеком, которого на стриме не хотят видеть. Всем огромное спасибо, что пришли. Не забываем прожать лайк. Мне кажется, он еще чуть-чуть сбросил, но не факт. Колонка так расположена, интересно. Так. Пожалуй, надо было бы до дропа ехать, вот до того, а не... Ну ладно. Лутаемся тогда. Что уж тут делать там? Кроме как лутаться. О! Еще буксов набрать каких-нибудь. Шестых, допустим. Как мне нравится, что 8 можно заказать, которая самая нормальная. О! Интересно. Пойду-ка сбегу. Так, он по-любому нас видит. Да, он шел к центру зоны.
О. Опа. Ох ты, как я был близок-то. Был близок. Паралам салам, брат. Паралам салам. Да. Так, я думаю, что, в принципе, сколько у нас прошло времени? 48 минут, ну, можно считать, что с 72% мы съели прилично, 19. Ну, в общем, 26% с потерей яркости через 34 минуты. Я не думаю, что он низко. Ну, это плохой результат, потому что 770 люксов. Хотя, с другой стороны, а кому не хватит этих 700 люксов? Давайте будем объективны, я, наверное, не прав. Но в тех же условиях ROG на максимальных настройках нам выдавал сколько? Правильно. Он выдавал нам 1000 люксов свободно. Не понял. Это третий прогон был. Все, вернул яркость. Яркость возвращает довольно быстро. Что еще? Давайте Genshin чуть-чуть. У телефона главное преимущество относительно камеры — это мобильность. Однозначно. Но оптику ничего с одной стороны не заменит. Но с другой стороны, съемка именно предметов, а не людей, все-таки намного легче и лучше на яблоке. Может, и людей тоже. Но у меня специфика обзоров — это предметы. Возможно ли обзоры на часы Garmin? Нет. Ну, это спортивная штука, которую мало кто покупает. Их просто раздают спортсменам, а поэтому она распиарена. Хотя очень люди любят трансфлективные дисплеи у них. Может быть, когда-нибудь. С температурой как? Все отлично. Вот прям не ощущаю температуру вообще. От слова совсем. Но мы помним, что здесь у нас нагрузка была минимальная. 38,9. Еще раз вам повторяю, что не идеализируйте смартфон, который мы гоняли не в сложных условиях. Dimensity, у них магия такая, что они берут такие 23 секунды. Давайте сбросим, пуск. И полчасика поиграем. Постараемся. Я не обещаю, потому что я уже подушатан. На 52%. Вообще я подожду, пока он первый раз сильно сбросит яркость, потому что мне кажется, что он сбросит быстро. Потому что это все-таки МТК. Но я, возможно, не прав. Настройки высокие. И, разумеется, 60 FPS. Все, время пошло. Понеслась, как говорится. Сейчас 5 секунд открою стрим. Александр Тандатен, у телефона главное преимущество. Как у кого день прошел? Не забываем прожать лайк. Опа. Нагрузка хорошая. Так вот, нагрузка хорошая. Геншин — это норм нагрузка уже. Я говорю, я даю ему 10 минут, когда он первый раз начнет расстраиваться. Ну, посмотрим, может, я не прав. Так. Не хочу. Ну что, вот с тачем уже какая-то лабутень. Уже с тачем лабутень. Ха-ха. Ощущение, что скребу по нему просто. Телефон не в кадре, сейчас будет. Кузя. Все будет. Так кто-нибудь мне скажет, я могу 2 карты захвата же подключать, правильно? Зайдите в игру, чтобы настройки встали. Они и так встали. Ну давай еще раз зайду. Но они вообще встали. С чего они не встали-то?
Давайте, чтобы все были уверены, что они встали. Еще раз зайдем. Окей. Разве сейчас надо перезаходить? Но здесь нет IP68. Z60 Ultra, про которого вам не расскажут, что он тонет. Да? Ультра закругление меньше. Нет, по-моему, у X6 меньше. Или одинаково даже. Да большие закругления. И там искажение очень приличное. Не знаю, как народ это не видит. Ну, они ушли с пониманием того, что вы не купите очень долго этот смартфон, и поэтому они не хотят, точнее, часы не будете не менять долго, поэтому никто не дает вам транслюктивный дисплей. Так, еще раз. 51% и заново начинаем. Стоп, сброс, старт. Все. И понеслась. Так, неудобно играть, если у тебя вот под правой рукой экран. Вообще не, ну, камера. Вообще неудобно. Я прям ощущаю, как нарастает температура. Вот она, нагрузочка. Достигните цели за 25 секунд. Легко. Когда это мне мешало вообще? А, мне же типа это. Если я убиваю, то мне плюс 5 секунд дает. Да ладно. Да и пошли они в топку. То есть мне надо всех валить по-любому. Ладно. Завод проведешь? Да, почему нет? Вы моих поковских, что ли, пресс не видели? Мне уже приходил народ. Зачем нам смотреть этого чувака, который все хейтит? Ну и ладно. Говорю, у всех же свои особенности. Так, ну все, 0. Переслать. Двадцать три. Так, 25 так и осталось. И в чем смысл? А, просто я понимаю. Типа 25 и все равно 25. Двадцать 28. Зачем мне я просто их пробегу и все теперь? Я уже набрал 20 секунд и все. Все. Поручение выполнено. Ей. Так. И теперь туда. GT5 за 450 баксов норм цена? Да. По-моему, да. Три минуты прошло, Дмитрий. Меня не интересуют внутренности. Вы можете идеально его собрать. У вас могут быть великолепные сенсоры, но у вас может быть как у Текно шлаковое ПО и все. Ладно. 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 Ага. Еще живой. Все. Ничего мне не дали никакой. Ну ладно.
Мясо. Так, 280 метров. 252. То есть баланс между начинкой и ПО важнее? Да. Конечно же, да. Это может быть все самое крутое, как у Sony, с сенсорами. А лагучая камера и посредственное все. Может быть 120 FPS, как у Nubia. Но из-за сборки ты будешь тонуть. Ну и много других разных недостатков у нее есть. Не забываем прожать лайк. Получится распознавание зла. Вот. Вот тоже говорят, нет новых игр. Так если новые будут тестировать, мне будут говорить, они недооптимизированные. Это все оптимизированная штука. Брони нет. Лагов пока нету. Кстати, надо было внутриигровой FPS включить. Там есть интересно? Меню игр интересно есть здесь? Пока все норм. 6 минут играть можем. Я говорю, если 30 играть сможем, это вообще будет просто мечта. В этом смысле без сарказма. Так, а где тут 1100? Нет, 1100 это надо телепорт. 1100 телепортируемся. Есть ощущение у меня, что ISO надо выставить повыше. Мне так никто и не ответил насчет двух карт захвата. Их можно подрубать или нет? Так вот потихонечку можно порубиться с ними. Раз, два, три, четыре. Раз. А, все. Снят. Ну-ка. Так, это раз. Два. Так, а здесь еще... Ох, еще три.
Устанавливать Bluetooth. Всё. Mission accomplished. Александр, топ игрушек антистресс. Я заказал много. Вот один у меня уже был. Но это все дорого, понимаете? Вот я не знаю, если брать... в России реально их продают почему-то очень дорого на китайском Али. То есть, если вы будете приобретать то же самое в любой другой стране, на Алишке будет дешевле. X6 Pro толстый для девушки. Почему Верто? Не сказал бы, что прям сильно толстый. Вы заметьте, я сейчас выкрутил ISO, и экран стал ярким. Вообще греется, но не дико. Так. Активировать. Что? Так, это раз. В этом свете это симфон. Так, а что это за штука? Да, у меня уже 3:30. Ну давайте еще хотя бы 7 минут, а потом все вырубаем. Потому что, в принципе, для человека, который будет покупать Oppo Find X7, я думаю, этого более чем достаточно. Ты какой-то непробиваемый чувак. Еще. Мне опа. Не забываем подписываться на канал с колоколом.
Вообще непробедимый просто. Все, прошел. Ей. Мне Айку понравился. Айку вообще огниво. Но я вот сейчас... Айку 12. Вот так же, как Айку Neo 9. Вот эти вот все прошки, они такие оверпрайснутые по мне. То есть они, за них слишком очень много хотят денег. И я не понимаю, в чем прикол. Вот этих вот их хотений, их желаний, их хотелок. Так, стоп. Награда экспедиции, награда поручения. Мало спал. Кто? Не очень долго жил. Это нехорошо. Так, куда мне идти-то? Все фризы есть. А, ну мы на балансе играем. Hyper Boost. Shift Touch. Clean Up. Tools. Smith Touch. Gamepad. Settings. Давайте посмотрим, что у нас здесь по сеттингсам есть. Float in Window. Add icon on screen. При использовании. Разрешено. Ну все. Так, что у нас еще интересно? Ну, FPS мы можем здесь посмотреть. 54, 55, вот если не бегать. Давайте сейчас пробежимся. 53, 57. Не держит он 60 FPS, но это не удивительно. Скрин мультитач отключенный. Rotation, геймпад. Game Center. Давайте посмотрим, что в Game Center есть интересного. Ничего. Уже как-то жарко, если честно. Не сильно. Ну, это я, наверное, просто задолбался уже играть. 38,9. В целом, 15 минут вы отыграете в Genshin. Больше от него не требую. Хотите еще, чтобы погоняло или нет? Я сейчас, кстати, сразу по поводу камеры, смотрите. 4К 60 FPS. Включаем. Можно переключаться на телевик. Можно переключаться на основной модуль. Только там по цветам вот на телевик вообще какая-то лабутень получается. Но, чтобы вы видели, все переключение есть 4К 60 FPS. На фронталку нельзя переключаться. Вот. LTPO есть, сейчас я покажу. Да, мы, кстати, не врубили его. Обустройство. Кстати, что у нас с яркостью-то? Какой-то он-то не яркий стал. Да! Всего 15 минут игры в Genshin, и он уже сбрасывает яркость до 500. Вот такие вот дела, друзья. Или хотите еще погоняю, но ему совсем плохо станет. Дьябло, да ему уже плохо. Ему уже плохо. Через 15 минут 500 люксов. 500 люксов это мало. Не игровой смарт. Refresh Rate Height. Touch Response. Ультра Touch, разумеется. Pro Gaming Mode. Стандарт. Tools. Давайте Hyper Boost. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Ну вот что вы еще посоветуете включить, чтобы ему легче стало? Ну 500 люксов, это вот что его мучит? Вот смысл его мучить, если он не вывозит их. Brightness. Ну и что, он на максимум brightness-то. А еще выкрутил, типа? А, это яркость не та. Ну ладно. Какая-то странная яркость. Ну ладно, черт с ним. Какая-то такая, как бы вам объяснить. Яркость, которая не яркость. Да, Flow in Window.
900 люксов. То есть я в игре могу яркость выставить выше. А почему он так сбросил? Странная штука. Но имеет право на жизнь. Ну, 56-58. После прогрева он показывает меньше. Иногда давайте я сейчас телепортнусь где-нибудь порубиться. И заценим там FPS. В моменте. Правильно? 8 Pro будем жарить после 10-го. По 12-го после Samsung. Ну, мы недавно жарили 8. Может, мне вообще придет этот пульт. И все. Я настоятельно прошу вас помочь мне с выбором еще одной карты захвата. Если у кого-то есть опыт. А я уверен, что он есть. Ботанизация. Ну, 50 FPS показывает. Даже с эффектами 60 почти FPS показывает. Вообще у меня не было ощущения по просадке по FPS. Даже когда он грелся. Как тебе GTE? Почему? Я вход-выход пишу на Sony FX3. Так, надо долгий заруб где-то поймать. Где-то надо долгий заруб поймать. Вот. Вот. О, это тип серьезный. Еще и 47 уровня. Так, 8, нет, это все норм. О. Ну, держит. Такая. Никаких припэров. 47 уровня 40-го. Ну, урон просто трындец. Эй. Да держит он FPS. Пока. Ёшки.
Нет, этому типу я точно писать не буду. Я очень далек от политики, но те, кто работали на политических каналах, для меня исчезают, в принципе, из любого информационного поля. Потому что, особенно с определенными людьми, которые 550... А еще я помню, кстати, если вы этого человека вспоминаете, как у него для OnePlus 9 зарядка работала, уже все снесли, в течение 2 часов, он сказал, он заряжается. То есть, ну, как бы и техно, когда он существовал у меня, такое отношение было, что из разряда вообще эти железки в жизни не видел. Но хайп очуменный, то есть человек очень медийный, очень хорошо прокачивает медийку. Ну и все. А учитывая, с кем он работал, это как говорить, что да вообще, если тебя жизнь нагнет. Меня знаете, сколько жизнь нагибала? Так сильно, наверное, нет. Ну как его? Его, по-моему, вообще не нагибало. Ты все равно всегда делаешь выбор, каким тебе остаться. И все. Вот, так что я как-нибудь лучше без стримов. Что звук такой? А что с ним не так? Что теперь со звуком не так? Очуметь, вспомнили мне. Еще сейчас Соловьева вспомните, вообще тогда в осадок выпаду. Просто. Еще раз повторяюсь, на канале нет религии и политики. Ничего в ней не понимаю. Очень боюсь всех этих фамилий. Не хочу с ними иметь ничего общего. Всяких фамилий. И никому не советую с этим иметь что-то общее. И тут типа серьезно, кстати. Вообще, по уму, надо вот этой вот штукой закрутить. Ага. Нет, это все лабутень. Это в неподвижных целей можно попасть. Бегать вокруг, да? Ух ты, ёшки, все. Как я близок был к тому, чтобы закончить эту игруху. Ну хорошо. Но он уже давно не работает техноблогером. И не делает ничего из техно уже года 3. Это политический деятель. Его политику не обсуждаем. Притом, непонятно, какой даже направленности, кстати, деятель. Все, наверное, надо убегать. Ему стало жарко. Сейчас я сбегу. Но в целом, да, FPS он держит 60. Тач отваливается. Вот тач отваливается прям конкретно. То есть тач начинает хуже работать, и я, кажется, понимаю, почему. Где? Где? Да, 41,6. Лицо. 38,3. Тыльная. 38,4 тыльная часть. Кратко. Можно делать вывод, в принципе. Я думаю, что он восстановил уже яркость чуть-чуть. Яркость сбрасывает при желании до 500 люксов через 15 минут, но потом восстанавливает через игровой процесс. Как долго можно так играть с отваливающимся тачем, я не знаю. Играть некомфортно.
Смарт не игровой, если у кого-то есть вопросы, то пишите. Вот. Финалимся, потому что дальше не вижу смысла его мучить. Сейчас я проверю. Вроде пишет. Нет, все. Все, donations, все, ничего нет больше. Ну. Force. Купил только X6 Pro по совету друзей за 29, а потом наткнулся на твой обзор и прожарку. Всех благ. За 29 на 512 очень нормальный смартфон. Так а почему я что, говорил, что на 512 это в минималке он 24-26 должен стоить. А так очень даже неплохо. Он же все равно бестселлер. Так. Все, накидали мне сегодня донатов 300 рублей. Я крутой, я уже все, стример. Микро на этой сцене не Шур. Нет, микро на этой сцене... А, кстати, да. Раз, два, три. Вот теперь Шур. Спасибо большое. Universal скоро будет не администратором, а как их? Вуду просто, гуру Ютьюба. Вам огромное спасибо, что пришли. Кто досмотрел все это дело, вспоминаем, что у меня 4 часа утра. Как-то я не планировал опять до 4. Ну, в общем, если хотите, если не хотите, а и так как вы досмотрели, я думаю, вам интересно будет рано или поздно, чтобы кто-то вам так погонял смарта. Вот. Значит, вам надо прожать лайк, поставить колокольчик и написать в комментах продолжать. Плашку бы сделал на Нубию, восполнить потихой. ZXCV. Пока нет. Ну, как бы... Пока все норм. Это не нытье. Это констатация факта. Вика досидела. Круто. Дмитрий Гордиенко, огромное спасибо, что пришел. Линкарт, ZXCV, Red Fox, Михаил, Виктор Чо, Дукат, Влади, Александр Нетрусов, Герга СПБ. И я не знаю, может быть, мы в субботу 9 будем гонять 8 Pro Asus. Но я в настрое гонять Samsung S24. Будьте готовы. И дальше уже будем Asus ближе, не знаю, к числу 11. Ну, каждый день я не вывезу стрима. У меня просто обзоры, если я телефоны делаю, то я тоже не сплю. То есть я вчера лег в 5, потому что я делал обзор телефона. Опять же, кому-то там, ну, логично, там прибежала чертова туча людей, рассказала мне, что я продаю Asus. Я вам уже показал, как я их продаю. 650 баксов я его купил. И, в общем... Сколько людей, столько и мнений, это хорошо. Вот. Я помню, как у меня на Asus ROG Phone 6 обзор набрал, по-моему, 6000 просмотров. И я такой, да ладно, вообще, зачем я его покупал? Я еще разбил у него стекло. А потом, теперь на нем 80 тысяч просмотров. Вот и все. Вот и все. Потому что если делать от души, рано или поздно все просмотры будут. У нас тоже 2 нуля, 4 нуля. Ну, 4 нуля это не 4000. Смотреть не успеваю. ZXCV, если вы хоть что-то смотрите, огромное спасибо. Виктор, что, спокойно? Спокойной ночи. Похититель трусов тоже. Линкард тоже. Григорий, Влади, Ред Наоми, Алекс, Штит, Вика, Выборова. Огромное спасибо, что вы пришли. Девушка вы или нет, но с ником девушки это уже круто здесь. Дукат. Тоже за любой кипиш. А у меня была в жизни голодовка. И хорошо, что я за нее никуда не присел. А должен был. Вообще, такими... Мне кажется, мы все были... Большинство из нас в молодости делало очень много глупых поступков. Universal, спокойный, недополитик, то же самое. Я обожаю просто твой ник. Павел, Хаген, Александр Иванов, Биг Сама, до Дьябла мы так и не дошли. Зуриян. Не заблокируют. Сулайбанова. Зурият. Огромное спасибо, что вы тоже пришли. The Power Carburetor. Широкоугольная фронталка. Да почти у всех 0.8 она идет. Жду полный обзор на него. Я тоже жду. Все, Патриот. Всем добра. Добра.